Дания, 30-е годы прошлого века. Женщина сидит в саду за большим столом. И весь стол у нее заставлен пустыми коробками из-под овсянки. В коробках картонные карточки. На каждой от руки записано одно землетрясение. Где тряхнуло и когда волна дошла до какой станции. Компьютеров нет. Есть только овсяные коробки и очень упрямая голова. Зовут ее Инги Лемон. И вот из этой картонной картотеки она вытащила вывод, который перевернул представление о нашей планете. В самом центре Земли есть твердый шар. Как она это поняла? Отдельная красота. За жидким ядром планеты есть так называемая теневая зона. Это пояс на поверхности Земли, куда сейсмические волны определенного сорта доходить вообще не должны. Жидкое ядро загибает их в сторону, как линза, и образуется мертвая область. А Лемон, перебирая записи сильного землетрясения в Новой Зеландии в 1929-м, разглядела на сейсмограммах слабые толчки, прилетевшие как раз туда, в запретную тень. Откуда им там взяться? Да только если в самой сердцевине есть плотное тело, от которого волны отскакивают обратно, как мяч от стенки. Свою работу об этом она в 1936-м назвала одной буквой. Просто «П» со штрихом. Самый короткий заголовок научной статьи за всю историю. Ей тогда было 48. Прожила она потом до 104 и в одной из последних своих записей про это самое внутреннее ядро обронила фразу. Про него много чего сказано, но последнее слово, скорее всего, еще не произнесено. Поверили ей, кстати, далеко не сразу. Маститые сейсмологи кривились еще года 3, пока другие, уже с более точными данными, не подтвердили. Да, шар там есть. Замуж Лемон так и не вышла. По тем временам для женщины в науке это означало бы крест на карьере. Зато ту самую границу между жидким и твердым ядром, которую она нащупала, теперь называют ее именем. А у входа в Копенгагенский университет ей стоит памятник. Неплохо для человека, который всю свою картотеку держал в коробках из-под овсянки. Запомните ее фразу про последнее слово. Она нам понадобится в самом конце, и вы поймете, до чего эта женщина была права. Потому что почти все, что мы потом надумали про шар в центре, оказалось не совсем так. А кое-что совсем не так. Сразу договоримся об одном, иначе дальше будет недопонимание. В центр Земли мы не попадем. Никогда. Ни мы, ни наши правнуки. Самая глубокая дырка, которую человечество проковыряло, это Кольская скважина. 12 с небольшим километров. А до центра почти 6,5 тысяч. На фоне планеты эти 12 километров даже не царапина. Это если ногтем чуть тронуть кожуру яблока. Любой зонд там испарится мгновенно. Давление за 3 миллиона атмосфер. Температура, как на поверхности Солнца, 1005-6 градусов. Поэтому все, что мы знаем про ядро, мы знаем чужими ушами. Когда где-то трясет, по телу планеты разбегаются волны, ныряют в глубину, отражаются от всего, что попадется, и выныривают на другой стороне Земли чуточку изменившимися. По этим изменениям мы и достраиваем картинку. То есть все дальше в этом ролике не фотографии недр, это расшифровки теней. А тени, сами знаете, иногда привирают. Держите это в уме до самого конца. Кстати, как вообще по дрожанию иглы отличить твердое от жидкого? Хитрость в том, что бывают волны, которые умеют идти только сквозь твердое, а в жидкости глохнут намертво. Так когда-то и сообразили, что внешнее ядро жидкое, эти волны до него добегают и пропадают, будто уперлись в воду. А что внутреннее ядро снова твердое, дожали хитрее. После по-настоящему сильного землетрясения вся планета еще несколько суток тихонько гудит, звенит как тронутый колокол на своих собственных нотах. И по высоте этих нот можно, не вставая с кресла, прикинуть, насколько упруго то, что сидит в центре. Ноты сошлись на твердом. Вот так, по гулу всей Земли разом. И раз уж мы туда мысленно нырнули, давайте по-честному про размеры. Само твердое ядро – это шар радиусом около 1200 километров. Почти один в один Плутон. То есть в самом центре нашей планеты сидит, считай, замерзший Плутон. А между ним и каменной мантией плещется слой жидкого железа толщиной за 2000 километров. Целый подземный океан расплавленного металла, который не замирает ни на секунду. Ну а теперь то, ради чего вы, скорее всего, и кликнули. Ядро Земли остановилось и пошло вспять. Заголовок, под которым в комментариях у людей начинается легкая истерика. Так вот, выдыхайте. Сейчас разберем, что там было на самом деле, и заодно вы поймете, почему злость на такие заголовки у меня уже хроническая. В январе 2023-го китайские геофизики Сяодун Сун и И Ян взяли длиннющий архив повторяющихся землетрясений у южных Сандвичевых островов, это юг Атлантики, и проследили, как их волны
ученые раз за разом проходят сквозь ядро по дороге к станциям на Аляске. Повторяющиеся землетрясения – это, грубо говоря, один и тот же толчок в одной и той же точке разлома, только с разницей в годы. И если между двумя записями что-то поменялось, значит поменялась не сама трясучка, а то, через что прошел сигнал, то есть сама внутренность планеты. Кстати, почему все вечно тычут именно в эти Сандвичевы острова? Не от особой к ним любви. Просто это одно из немногих мест на планете, где глубокие землетрясения бьют по линии, которая прошивает ядро почти насквозь и выходит ровно на сейсмостанции в Северной Америке. География, считай, сама выбрала ученым полигон. Вот они все по нему и топчутся. Картина у них вышла такая. До примерно 2009-го ядро потихоньку поворачивалось относительно остальной Земли. Потом будто замерло, а после поползло в обратную сторону. И похоже, это часть медленного маятника длиной лет в 70. Предыдущий такой разворот приходится на начало 70-х. А вот теперь то, что в заголовке не влезло. И совершенно зря. Никто не утверждал, что ядро взяло и встало. Речь о дифференциальном вращении, о разнице в скорости между ядром и мантией над ним. Ядро крутится вместе с планетой, как и все остальное. Менялось только то, на чуть-чуть оно обгоняло мантию или на чуть-чуть отставало. Авторам потом даже пришлось выпустить отдельную официальную поправку к статье. Специально вписать слово «дифференциальное», чтобы их перестали понимать буквально. Вдумайтесь, ученые постфактум правят собственный текст, лишь бы пресса перестала пугать людей. По-моему, это многое говорит про то, как у нас наука доезжает до новостей. А с чего ядру вообще крутиться не в ногу с планетой? Если совсем грубо. Там внизу идет перетягивание каната. Магнитное поле и потоки жидкого металла цепляют твердый шар и норовят его подкрутить. А гравитация мантии тянет обратно, не давая ему убежать вперед. Вот этот вечный спор двух сил, по одной из версий, и раскачивается туда-сюда, с тем самым периодом лет в 70. Не ядро взбесилось, а маятник, который качается медленнее, чем живет человек. Ладно, скажете вы, но я где-то слышал, что из-за этого у нас и сутки укорачиваются. Тут надо растащить две разные истории, которые в интернете слиплись в одну панику. С ядром длина суток и правда связана, но очень вяло и медленно. Тот самый 70-летний маятник в его скорости совпадает по ритму с тем, как на протяжении десятилетий едва заметно гуляет средняя продолжительность земного дня. Это глубинный фон, его без атомных часов вообще не нащупать. А есть совсем другая история, свежая и громкая. С 2020-го Земля стала крутиться чуть быстрее и почти каждый год ставит рекорд самого короткого дня. 5 июля 2024-го сутки вышли короче нормы на 1,6 миллисекунды. Рекорд за всю эпоху атомных часов. И вот это уже почти наверняка не ядро. Главный виновник тут – Луна, которая своим притяжением то подкручивает планету, то придерживает. Плюс сезонные переливания массы воздуха и воды по поверхности. Отдельная странность – притихшее после 2017-го чандлеровское колебание, легкое пошатывание земной оси. Эти рекорды живут на сроках дней и сезонов, а поворот ядра – на сроках поколений. Разные часы, разная физика. Чем это грозит лично вам? Возможно, ближе к концу десятилетия впервые в истории придется вычесть из всемирного времени 1 секунду. Для вас это не значит ровным счетом ничего. Для серверов и спутниковой навигации – легкую головную боль айтишников. Все. Никакого «поле рухнет, нас поджарит» в этой секунде не зашито. И вот тут я позволю себе побухтеть. Заголовок «Ядро остановилось» собирает в разы больше кликов, чем честный дифференциальное вращение слегка замедлилось. Поэтому в ленту вам прилетает первый, а не второй. И в голове после него оседает не знание, а мутная тревога. А ведь настоящая наука здесь в 100 раз занятнее этой тревоги. Собственно, весь ролик я ровно это и пытаюсь вам доказать. Теперь то, о чем в пересказах почти не вспоминают. По поводу этого вращения ученые грызутся уже почти 30 лет, и единого ответа как не было, так и нет. Завел всю историю в 1996-м тот же Сяодун Сун, тогда в паре с Полом Ричардсом. Они первыми заявили,
что ядро вращается быстрее планеты, примерно на градус в год. Ричардс еще красиво сравнил. Мы, мол, подсматриваем за движущимся сердцем Земли через звук, как врач разглядывает шевелящийся плод на УЗИ. Образ шикарный. Только другие группы, считая по тем же законам, получали совсем иное. Кто 0,1 долю градуса, кто вообще 0. Мол, никакого отдельного вращения нет, а все странности в волнах от чего-то еще. И вот тут на сцену выходят ядерные бомбы. Дело в том, что землетрясение для сейсмолога – сигнал грязный, размазанный во времени, а подземный ядерный взрыв – чистый, резкий, из одной точки в 1 секунду. Советский Союз в 1971 и в 1974 рванул 2 заряда на Новой Земле, почти в одном и том же месте. Их записала американская станция в Монтане, та самая, что строилась как раз, чтобы ловить чужие испытания. Записи легли на магнитные ленты и пролежали десятилетиями, пока Джон Видейл их не откопал, не оцифровал и не сравнил, насколько за эти годы сместилась внутренность планеты. По его прикидкам выходило, что ядро ползет совсем медленно, далеко не на градус в год. И чтобы вы прочувствовали, какая это ювелирная работа, весь спор крутится вокруг сдвигов в доли секунды у сигнала, который протопал через половину планеты. Доля секунды на фоне почти 20 минут, что волна идет до другого конца Земли. По таким вот крохам взрослые серьезные люди и выясняют, повернулось ядро или нет. Ошибиться там – расплюнуть, отсюда и разнобой. И знаете, меня в этой 30-летней склоке заводит даже не вопрос, куда повернуло ядро. Меня заводит сам факт спора. Десятки умных людей с приборами 3 десятилетия выясняют, как движется объект, который ни один из них не видел и не увидит до конца жизни. Это спор о далекой звезде, только звезда у нас под подошвами. Дальше начинается то, что окончательно ломает школьную картинку про ровный железный шарик. Во-первых, этого шарика когда-то не было вовсе. Земля внутри была расплавленной. Твердое ядро наросло позже и продолжает нарастать прямо сейчас. Каждый год радиус прибавляет примерно по миллиметру. Жидкое железо снаружи кристаллизуется на поверхность. За человеческую жизнь сантиметров 8. Оно буквально живое. Оно достраивается, пока вы смотрите это видео. Во-вторых, достраивается оно криво. По модели Дэниела Фроста, Барбары Романович и их коллег, восточный бок ядра, тот, что под морем Банда у Индонезии, нарастает процентов на 60 быстрее западного, который под Бразилией. Это как мороженое в холодильнике, который морозит только с одной стенки. И возникает законный вопрос, почему планету тогда не перекосило в картофелину? А потому что гравитация все время растаскивает лишнее железо с быстрого бока на медленный и удерживает шар шаром. Но в этой растаскивающей толкотне кристаллы железа выстраиваются вдоль земной оси. И из-за этого волны бегут сквозь ядро от полюса к полюсу процента на 3 быстрее, чем поперек. Вот эти 3% приборы и ловят. По ним всю кривизну и вычислили. Повторю, не увидели, а вычислили по тени. И тут стоит выбросить из головы образ тихо подмерзающей льдинки. Геофизик Брюс Баффет назвал это место плавильней. Скорости, с которыми железо на поверхности ядра то застывает, то снова плавится, в разы больше, чем итоговый прирост. Вещество медленно переползает с застывающего бока на плавящийся, и отдельные кристаллы за такое путешествие успевают раздуться от сотен метров до нескольких километров, прежде чем растают на другой стороне. Так что миллиметр в год – это не темп стройки. Это тонюсенькая разница между двумя огромными встречными потоками. А раз ядро так бодро растет до сих пор, значит оно молодое. Та же модель дает ему от полумиллиарда до 1,5 миллиарда лет. При том, что самой планете 4,5 миллиарда. То есть большую часть своей жизни Земля прожила вообще без твердого сердца. Оно у нее, по геологическим меркам, проклюнулось почти вчера. И, кстати, это не чистое железо. В нем процентов до 8 никеля. Ровно как в железных метеоритах, осколках ядер давно разбитых планеток. То, что у нас в самом центре, по составу родня тому, что иногда падает с неба. И вот молодость ядра тащит за собой загадку, от которой у геофизиков до сих пор ноет в висках. Смотрите, магнитное поле Земли сегодня держится во многом на том, что ядро застывает. Кристаллизуясь, железо выдавливает наружу легкие примеси, и их всплывание раскручивает в жидком ядре исполинское
природное динамо. Нет затвердевания, нет этого мотора. Но по намагниченности древних пород мы знаем, что поле работает у планеты как минимум 3,5 миллиарда лет, а то и все 4 с лишним. А твердое ядро, мы только что выяснили, заметно моложе. Арифметика не сходится. Поле вовсю крутилось тогда, когда его главного, как мы думали, мотора еще не существовало. Питер Олсон в 2013-м так и обозвал это новым парадоксом ядра. Получается, до рождения твердого ядра динамо вертело что-то другое, послабее и пока не понятое. Может, отдельный слой расплавленных силикатов в основании мантии. Спор открыт. Но сам факт, что наш магнитный щит старше своего же сердца, мне кажется куда более диким, чем любое ядро повернуло вспять. А в учебниках про это не полслова. И последнее про поле, потому что оно цепляет нас с вами напрямую. Магнитная ось Земли смещена от центра планеты больше, чем на 500 километров. Поле слегка перекошено, под стать перекошенному ядру. За последние 2 столетия этот перекос уползал к восточному полушарию, а тысячи лет назад, судя по древним породам, смотрел в другую сторону. Похоже, направление самого быстрого роста ядра за миллионы лет разворачивалось, и поле послушно тащилось следом. Так что, когда ваша магнитная стрелка чуть-чуть врет относительно истинного севера, корешки этого вранья уходят туда, вниз, в неравномерно стынущее железо. И раз уж зашло про поле, оно ведь не просто потихоньку кренится, оно умеет переворачиваться целиком. Магнитные север и юг за историю Земли менялись местами много сотен раз. Последний такой кувырок случился примерно 780 тысяч лет назад и застыл в остывшей лаве и донных илах, как запись на старой пленке. Во время этого фокуса поле проседает в разы, и магнитный север может уползти чуть ли не к экватору. А пока поле слабое, до поверхности добивает заметно больше космического излучения. Так что для геологов это не праздное любопытство, а вопрос про защиту планеты. Сколько кувырок длится и, главное, почему вообще случается, внятного ответа до сих пор нет. Знаем только, что дирижирует им тот самый подземный океан металла снаружи ядра. А для полноты картины, за последние пару столетий поле уже ослабло процентов на 9. Бункер копать рано, но и совсем нулем это не назовешь. Думаете, на этом сюрпризы кончились? Как бы не так. В 2023-м Тхань Сон Фам и Хрвоет Кальчич поймали волны, которые прошли через центр планеты, отразились от ее дальней поверхности, вернулись, снова прошли, и так до 5 раз подряд, насквозь через самое сердце. И эти многократно простуканные волны показали, у внутреннего ядра есть собственное ядро. Шар поперечником около 650 километров в самой-самой середине устроен иначе, чем оболочка вокруг. Кристаллы там завалены под другим углом, градусов на 50. Идею про такую потаенную сердцевину осторожно высказывали еще лет за 20 до этого, но поймать ее удалось только теперь, когда накопилось достаточно мощных землетрясений с подходящей геометрией. Если это правда, то слоев у Земли не 4, как нас учили, а 5. И что мне тут нравится больше всего? Эта внутренняя сердцевина, похоже, застыла раньше внешней части ядра, в других условиях. То есть в железе записаны 2 разные главы одного рождения, что-то вроде годовых колец, только размером с карликовую планету. Биография Земли, спрятанная в ее собственном центре. А заодно, эта история не только про нас. Понимая, как у нас тут стынет и слоится железо, мы лучше соображаем, почему одни планеты держат вокруг себя магнитный зонтик, а другие его теряют. У Марса когда-то поле было и сплыло. Почему именно, мы до сих пор толком не знаем. Не исключено, что ответ как раз в том, как у него вело себя ядро. Дальше тот же Джон Видейл. Да-да, человек с бомбовыми лентами. Подкинул в 2024 и 2025 такое, чего вообще никто не ждал. Он опять разбирал те же сандвичевые землетрясения и наткнулся на странность. Сигналы, дошедшие до станции в Фэрбэнксе на Аляске, вели себя послушно, будто ядро просто поворачивается. А вот сигналы в Йеллоунайфе в Канаде между 2004 и 2008 изменились так, что одним поворотом это не объяснишь. Сам Видейл признавался, что эти данные сперва поставили его в тупик. Разгадка оказалась такой. Канадские волны не ныряли в глубину ядра, а лишь скользнули по его поверхности. Значит, дело не в том, как ядро повернулось, а в том, что его поверхность взяла и поменяла форму. Граница между твердым ядром и жидким, по словам одного из
из соавторов. Мягкое, он так и сказал, мягкое, как желе. Бурлящее снаружи жидкое железо толкается в эту границу и понемногу перелепляет рельеф. Где-то поверхность вспучивается, где-то проседает, может на целый километр. И главное, это видно за считанные годы, за одну научную карьеру. А ведь раньше думали, что внешнее ядро, если и мнет твердое, то на сроках в миллионы лет. Выходит, мы впервые подсмотрели, как жидкая оболочка прямо сейчас тискает своего твердого соседа. Не музейный экспонат в центре планеты, а действующая стройплощадка. И вот что забавно, этот результат подкидывает дровишек в ту самую 30-летнюю драку про вращение. Если поверхность ядра гуляет сама по себе, то часть изменений в волнах, которые одни принимали за чистое доказательство поворота, можно списать вовсе не на поворот, а на перелепку формы. То есть старый спор мы не закрыли. Похоже, мы открыли его заново, только этажом выше. И вот вам контрольный в голову школьному учебнику. А твердое ли оно вообще? Сейсмологов давно бесила одна нестыковка. Если ядро – нормальное твердое железо, оно должно быть жестким, как сталь, а сдвиговые волны ползут через него подозрительно медленно, почти на четверть медленнее, чем положено чистому железу. Будто оно не сталь, а застывшее масло. И тут, внимание, твердое ядро у нас оказывается мягким уже во второй раз за разговор. Только мягким по-другому. В прошлый раз размякала его поверхность, а сейчас речь про всю его толщу. Объяснение нашли странное и красивое. Похоже, ядро в так называемом суперионном состоянии. Атомы железа сидят на местах в жесткой решетке, как и положено твердому телу. А легкие примеси, вроде углерода с водородом, текут сквозь эту решетку как жидкость, снуют между неподвижными атомами железа, словно гости между колоннами в пустом зале. И чтобы это не осталось красивой теорией, в 2025-м китайские физики во главе с Юцзюнем Джаном разогнали кусочек железоуглеродного сплава до 7 км в секунду, впечатали в мишень и получили под 140 гигапаскалей, почти как в центре Земли. Сплав повел себя ровно так: твердый по железу, текучий по примесям. То есть слово «твердое» для нашего ядра, строго говоря, кривое. Оно сразу и то, и другое. Вдумайтесь на секунду. В самом центре планеты, прямо под нами, лежит вещество, для которого в обычном языке толкового слова и нет. Не твердое и не жидкое в привычном смысле, а что-то третье. И оно спокойно лежало там все это время, пока мы наверху спорили, какое из двух школьных слов к нему прилепить. Если все это сложить, выходит картина честная и слегка неуютная. Сам Видейл формулирует ее предельно сухо. Для жизни на поверхности все это, по всей вероятности, не имеет значения. Просто мы пока не знаем толком, что там творится, и обязаны разобраться. Вот это «обязаны разобраться» для меня тут и есть главное. Я смотрю на всю историю и вижу не страшилку про ядро, а почти неприличный по наглости человеческий трюк. Мы взяли дрожь далеких землетрясений, добавили эхо двух советских бомб с лент времен Холодной войны, прогнали все это через математику и, ни разу не прикоснувшись, разглядели, что творится в центре планеты. И каждый раз, когда нам начинало казаться, что уж теперь-то мы про этот центр все поняли, он подкидывал новую странность и оказывался сложнее вчерашнего. За один этот разговор мы переписали школьный учебник чуть ли не на каждой странице, и вряд ли это была последняя правка. А теперь вернемся к женщине с овсяными коробками. Помните ту ее фразу, что про внутреннее ядро сказано уже немало, а последнее слово все равно еще впереди. С тех пор минуло почти 90 лет. У нас появились спутники и суперкомпьютеры, сейсмостанции стоят по всему свету, мы наловчились слушать гул целой планеты и читать эхо давно отгремевших бомб. А ее тихая фраза не устарела ни на грамм. И мне это нравится больше всего остального, что женщина с картонными карточками в саду угадала про наше железное сердце самое верное, что разговор с ним еще далеко не окончен.